Всем привет из Ирландии. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Кто же такие беженцы, кто такой эмигрант и кто такой иммигрант, ребята, под Monster. Cheers. Классика. Кому нравится Monster, ставите лайк. Смотрите, кто же такой беженец? Беженец — это тот человек, который вынужденно уехал из своей страны. Из-за войны, из-за политического преследования, из-за религиозного, да, там, гендерного и остальных вот таких вот вещей, которые могут угрожать его жизни, свободе. То есть вот эти вот точные такие формулировки, то есть главное, что вам должно угрожать что-то, то есть не просто так, да, то есть вы по экономическим причинам не можете быть беженцем. Если вы приехали, например, из Украины в Ирландию, сказали: алло, у меня там пенсия 100 евро, я хочу получать, хочу работать здесь и жить, потому что здесь большие зарплаты, потому что здесь хорошая медицина там, ну и так далее. То есть мне нравится эта страна, потому что здесь хорошо платят, я хочу тоже так зарабатывать. Тебе сказать: дружочек, нет, успокой свои бульчата, успокой свое настроение, возвращайся ты в Украину, потому что если у тебя там есть крыша над головой, работа, либо пенсия, то получай ее, и за это все остальное должны, как говорится, отвечать твое государство и правительство. А если ты беженец, значит тебе угрожает где-то, кто-то, что-то твоей безопасности. Например, как вот, да, все украинцы, которые сейчас находятся за границей, они являются беженцами. Я в том числе. Я нахожусь в Ирландии, и я украинский беженец, который живет сейчас в Ирландии по временной защите, по temporary protection, то есть по факту, как война только закончится, этот статус тоже закончится, и по факту все украинцы должны что сделать? Уехать домой, обратно в Украину. Ну, то есть это вот так вот, да, гласит вот это, все вот эти вот вещи. То же самое в Сирии сейчас закончилась типа война, пришло там новое правительство, и уже всех сирийцам всем говорят: ребята, давайте как бы немножко, вы, наверное, домой уже поедете. Хотя в Сирии там с 2011 года вот это вот ихняя гражданская война и все дела, и по факту, тут же сирийцы больше 10 лет многие живут в Европе, то есть и им все равно намекают на то, что, дружочки, пирожочки, давайте вы, наверное, все-таки чемоданы будете собирать и туда, наверное, будете уезжать обратно к себе домой. Вот кто такие беженцы. Надеюсь, это понятно. То есть это люди, которые не по добровольной воле, да, уехали из своей страны. То есть они уехали не сами, потому что обстоятельства так сложились, что им пришлось уехать из родной страны. Как-то так. Хотя многие утверждают, что сейчас уже много украинских беженцев, беженцы являются такие экономические, да, туристы и беженцы, которые ездят туда-сюда и выискивают себе, где лучше кормят, можно так сказать, да. Есть такие моменты, но это меньшинство, это уже как у вас внутри, да, какой у вас, как вы чувствуете, да, себя, и это самоуважение, то есть это эти все дела. Многие люди, конечно, на это забивают, и им, конечно, вот эти моменты не интересны, и они, из-за таких людей, конечно, общая картина об народе меняется. Но мы не про это. Давайте же рассмотрим, кто же такой эмигрант, ребята. Эмигрант — это человек, который уехал из своей страны жить в другую страну добровольно. То есть он сам взял, собрал чемоданы, собрал себе узелок, сумку, рюкзак и уехал на заработки в Германию. Поляк, болгар, румын, чех, литовец, латыш и так далее. Вот он собрал узелок и поехал сам. Что он сделал? Он из своей родной страны, из своей любимой страны взял, что сделал? Эмигрировал, выехал на добровольной основе. Понимаете, у нас дождик пошел от этих слов. Вы представляете? Даже небеса просто в шоке от того, что я рассказываю. Так что эмигрант — это тот человек, который эмигрировал, выехал. Например, вот я, когда ездил на заработки в Германию и в Чехию, кем я был по отношению к Украине? Я был эмигрантом, который выехал за пределы Украины по рабочей визе. Так же самое это может быть по любви. Может, ты поехал, нашел себе какую-то итальянскую девушку, и ты поехал с ней влюбляться. Вот ты эмигрировал за счет нее, да, со своей страны, и потом начал жить в Италии.
То есть разные бывают причины, но главная причина эмигрант это тот, кто добровольно выехал. Если беженец это тот человек, который не добровольно, а от того, что у него в стране пиздец происходит, ему просто нужно выехать. Если он не выйдет, он или умрет с голоду, либо ему ракета на голову упадет, вы понимаете, да? Либо его кто-то там закажет и убьет в подъезде за углом. То есть вы понимаете эти моменты. А эмигрант это добровольно человек решил изменить свою жизнь и выехать из своей страны, которая ему по той или иной причине не нравится сейчас. Вот он хочет лучшую жизнь найти в другой стране. И вот он уезжает, выезжает. И вот такие люди называются эмигранты, которые эмигрируют из своей страны. Часто это, конечно, по экономическим причинам. Люди выезжают на заработки в другую страну, чтобы заработать. И потом большая часть, конечно, возвращается обратно в свою страну. То есть таких, конечно, больше. Я в том числе пример, когда ездил в Германию, либо в Чехию, у меня даже в мыслях не было остаться в этих странах. Я хотел в Украине дальше развивать свой бизнес, то есть там делать ремонты, покупать машины и так далее. То есть мне все устраивало в Украине. Просто были этапы, когда нужно было заработать больше денег, и вот приходилось эмигрировать в другую страну на время, чтобы заработать денежку. То есть так было? Да. Дальше. Кто же такой иммигрант? Иммигрант. Видите, как эти слова легко можно перепутать. То есть эмигрант, мы выехали из своей страны, а иммигрант это тот человек, который приехал в чужую страну жить. То есть вы понимаете, да, эти моменты. То есть по факту все, кто сейчас здесь находится в Ирландии, все там, неважно кто там, бразильцы, мексиканцы, не знаю, филиппинцы, и все, сирийцы, не знаю, кто тут еще живет, тут куча всех. То есть если они приехали по рабочей визе, если они приехали учиться, если они приехали там, не знаю, воссоединение семей и так далее, то есть если они находятся в стране, в легальном поле, и они собираются здесь жить, работать, двигаться как-то, то это иммигрант, то есть это тот человек, который приехал в чужую страну жить на время, навсегда. Это уже все размыто, уже все это, да, мы, ну, по-разному это можно там, об этом обсуждать, это долго можно. Смотрите, какой самый элементарный пример во всех этих движениях. Смотрите, у вас есть дом, да, у вас есть по соседству друг, и вы хотите к нему пойти в гости, шашлыки пожарить, да, не знаю, там с ночевочкой, пиво попить, футбол посмотреть, ну, всякие моменты. Вы выходите из своего дома. Что вы сделали? Вы эмигрировали из своего дома. Вы зашли к своему другу в гости. Что вы сделали? Вы иммигрировали к нему домой. Иммигрировали. То есть вы эмигрировали из своего дома. И это по отношению к своему дому. И по отношению к дому своего друга вы иммигрировали. То есть вы стали иммигрантом в его доме. Понимаете, да? Вы жарите там шашлычок, пьете, слушаете музыку, отдыхаете. Все, вы это сделали, отдохнули, вернули к себе домой. Все хорошо. То есть я надеюсь, что я очень понятно объяснил, кто кем и чем является. Ставьте лайк, если вам понравилась эта информация, если она была полезна, делитесь нею. И напишите, нравится ли вам монстр классический. А также пишите в комментариях, являетесь ли вы беженцем, либо являетесь вы иммигрантом в чужой стране, либо эмигрант, который выехал, да, из своей страны. То есть по факту вот это иммигрант и иммигрант, это постоянно оно крутится, да, если человек, особенно на заработках, то он постоянно заезжает, приезжает, уезжает. То есть он играется, да, с этими статусами. И они такие размытые. По факту, если я сейчас украинский беженец, беженство отменяют, я, например, здесь в Ирландии как-то легализовываюсь, да, натурализацию прохожу, и уже здесь нахожусь по другому статусу, то получается я уже буду в Ирландии, у меня поменяется статус от беженства к иммигранту, да, а по отношению к Украине я буду эмигрантом. То есть получается все три вот этих статуса я их пройду в процессе своей жизни. И вот так вот многие проходят эти статусы постоянно, да, в своей жизни. И так вот все оно меняется, кружится, вертится. Но вы должны главное понимать, беженец это тот человек, который реально пострадал и ему трудно в этой жизни, ему пришлось поменять что-то и выехать за пределы своей страны от того, что у него в стране все плохо и его жизни реально угрожает опасность. Иммигрант, тот человек, который добровольно выехал за пределы своей страны, просто уехал, сказал пока-пока,
Родина, давай, на связи, every day, every night, вот так вот. А иммигрант, тот человек, который приехал в чужую страну жить, работать, развиваться, либо просто на заработки, да, по контракту, и потом он уедет. Но все равно эти статусы будут всегда вас преследовать, если вы, да, куда-то ездите, работать, учиться. То есть вот такая вот интересная, я думаю, для вас может быть информация. Кому было интересно, обратно же ставьте лайки. Всегда на связи, держу в курсе.